Существует большое количество ошибок, которые вы можете допустить при самостоятельном проектировании дизайна интерьера вашей квартиры или дома. В этом видео я поделюсь 7 самыми распространенными ошибками, которые допускают люди, не занимающиеся профессионально дизайном интерьеров. Я дам вам советы и информацию о том, как этого избежать, и покажу примеры, как это можно быстро исправить. Лэш. Реализуемые дизайн-проекты. Здравствуйте, друзья! Вы находитесь на канале Лэш Дизайн интерьера. И как сказал один из наших подписчиков, это лучший блог о дизайне, однозначно. И если вы здесь впервые, то добро пожаловать. И не забудьте подписаться и нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые полезные видео о том, как правильно делать дизайн интерьеров. Итак, давайте начнем. И главное, помните, что все делают ошибки. Ошибок не делает только тот, кто ничего не делает. Очень часто в интерьерах можно встретить картины и фотографии на стенах. Мы их используем для того, чтобы разнообразить наш интерьер, и для того, чтобы чаще наш взгляд останавливался на чем-то дорогом и приятном для нашего сердца. Ну и для того, чтобы показать свой статус кому-то другому. И очень часто такие картины мы вешаем, нарушая основы композиции. Таким образом, мы нарушаем равновесие и баланс, и наш мозг дает нам постоянный сигнал о том, что что-то не так, вызывая тем самым чувство дискомфорта. Вешайте картины примерно на уровне глаз. Таким образом, они будут создавать и поддерживать визуальный порядок в интерьере. Следуя этим простым примерам, вы с легкостью сможете правильно развесить у себя на стенах картины и фотографии, дополнив тем самым свой интерьер интересными деталями. А самый лучший способ повесить картины правильно и при этом не наделать ненужных дыр в стенах – это вырезать из бумаги лекала по размерам будущих картин и при помощи бумажного скотча посмотреть, правильно ли или нет вы располагаете их на стене. Какие самые распространенные ошибки мы допускаем, когда речь заходит об оформлении оконного проема? Самое частое – это низко подвешенная штанга для занавесок. И это плохо не только потому, что в принципе выглядит некрасиво. Представьте, у вас есть отличная возможность визуально сделать ваши потолки выше, добавить больше воздуха и объема в ваше пространство, но вы ими не воспользовались, а вместо этого наоборот – четко обозначили место, где заканчивается окно и начинается потолок. Тем самым мы как бы заостряем, акцентируем наше внимание на высоте потолка. Также обратите особое внимание на то, чтобы штанга для занавесок имела достаточную ширину, чтобы при открытых занавесках было больше окна, тем самым в комнату попадало больше света. Но не переусердствуйте. Когда при открытых занавесках мы видим фрагменты стен от занавески до окна, это выглядит ужасно. Во всем сохраняйте чувство меры. Идеально, когда занавески буквально на 2-5 см заходят на пространство оконного проема. Пользуйтесь простым правилом. Рабочая ширина занавески, то есть это когда окно зашторено, должна быть примерно в 3 раза больше ширины самого окна. Для того, чтобы сделать по-настоящему стильный интерьер, необходимо подобрать правильный размер для вашего ковра. Чтобы это сделать, необходимо учитывать следующие параметры: габариты комнаты, размеры вашей мебели и расстояние между ней. Необходимо убедиться в том, что вся мебель помещается на ковре или хотя бы передние ножки мебели стоят на ковре примерно на 1/3 глубины самой мебели. Давайте посмотрим несколько примеров, где удачно выбран размер ковра и размещение мебели. Для
дизайне интерьеров важно учитывать все детали, ведь в них красота или дьявол, кому как больше нравится. И одна из самых частых ошибок, которая допускается из-за отсутствия опыта, это то, что мы забываем подумать о том, что бытовые приборы, такие как телевизор, приставки, различные усилители, должны подключаться не только к сети, но еще и друг к другу. В итоге мы получаем все эти ужасные провода, висящие на стенах и создающие ощущение беспорядка. Стильным и элегантным такой интерьер точно не назовешь. Поэтому очень важно скрыть эти кабели и провода, особенно от ламп, телевизора и всего того, что будет в интерьере находиться постоянно. Для этого необходимо еще на стадии планировочного решения убедиться в том, что вы продумали расположение всей бытовой техники и подвели электричество внутри стен ко всем нужным точкам. Не забудьте также про интернет и домофон. А для того, чтобы спрятать провода от ТВ и приставок к нему, используйте пустые кабель-каналы внутри стены, чтобы протянуть в них провода. Мы в своих проектах часто используем обычную фановую трубу. Диаметр ее зачастую зависит от размера и количества проводов, которые необходимо через нее протянуть. Воспользуйтесь таким решением, и вы получите превосходный результат в виде чистых и элегантных стен. Во всех своих видео я говорю о том, что освещение играет ключевую роль в том, как мы воспринимаем окружающее нас пространство. Очень важно создать в интерьере игру света и тени. Так интерьер начинает как бы разговаривать с вами, он оживает. Одного источника света достаточно для того, чтобы вы могли просто видеть. Но этого недостаточно для того, чтобы создать контраст, глубину, сделать цвета более насыщенными, яркими, подчеркнуть какие-нибудь акценты и показать характер некоторых материалов. Исправить эту ошибку легко. Добавив несколько источников освещения и продумав сценарии для света, такие как общее освещение, например, для уборки или работы, акцентное, например, для того, чтобы привлечь внимание к каким-либо деталям или поверхностям, или расслабляющее, для того, чтобы создать уютную, интимную, домашнюю атмосферу. И помните, основное правило – освещение должно быть разноуровневым, то есть помимо источников света на потолке, задумайтесь над тем, чтобы добавить в интерьер настольные и напольные лампы, различные бра. Заставьте их тоже принимать участие в создании освещения вашей квартиры, а не быть просто как бы декоративными, бесполезными предметами. Очень часто, когда мы самостоятельно занимаемся ремонтом, мы не продумываем количество и расположение розеток в квартире. И в итоге нам их или очень мало, и в этом случае возникают такие вещи, как тройники, или они находятся не в тех местах, где нужны. Тогда у нас на полу появляются удлинители. Все это не придает элегантности вашему интерьеру. Заранее подумайте о том, где у вас будет электрическая зубная щетка, база для робота-пылесоса и где вы будете заряжать телефон. Также помните о том, куда вы будете подключать новогоднее освещение. Поэтому, прежде чем начинать ремонт, составьте подробный список всех бытовых приборов и определите на плане мебели их расположение. Сегодня в моде одно, а завтра другое. Я очень хорошо помню то время, когда в моде были натяжные глянцевые потолки с фотопечатью и кухонные стеклянные фартуки с изображениями ночного Нью-Йорка или каких-нибудь подсолнухов. Поэтому, если вдруг у вас возникнет желание использовать что-то ультрамодное в своем интерьере, то как следует подумайте, не выйдет ли оно из моды уже буквально завтра. Вместо этого обратите свое внимание на то, что является актуальным уже долгие годы. А это, как правило, натуральные материалы, отсутствие глянцевых поверхностей и сбалансированное сочетание декоров и орнамента, чистые неперегруженные линии мебели и отсутствие излишнего украшательства. Если вам понравилось видео, то обязательно поставьте лайк и поделитесь с друзьями. Мне будет очень приятно, и так я буду понимать, что оно полезно для вас, и это будет мотивировать меня делиться с вами своим опытом и дальше. Спасибо за просмотр, и увидимся на следующей неделе.